Yeah? So by all those instructions that were given to him, it dawned upon him, he remembered from the day before. И в конце концов он восстановил все те наставления, которые он получил днем раньше в своем сознании. And so then he went about to create everything as it has been before. И таким образом он начал все творить согласно тому, как оно должно быть, как он услышал днем раньше. There we understand, okay, that was not the creation of something that has never been there before. То есть таким образом это было творение, которое уже когда-то существовало. Это не было творением заново, совершенно новым. Yeah. So there is a cycle. То есть иными словами существует определенный цикл, определенная цикличность. Something coming into existence, then decaying and falling away, being annihilated and coming back into existence at some new point. И в ходе этой цикличности нечто проявляется и затем разрушается, уходит в небытие и вновь проявляется. So, but create something. If I ask you, or I tell the carpenter to make me a table, he will ask, okay, where's the wood? Если, например, попрошу какого-нибудь плотника смастерить мне стол, он скажет, ну хорошо, а где дерево? So he was sitting on that lotus flower, there was nothing around. Таким образом, представляете себе, это первое живое существо, которое восседало в этом цветке лотоса, а вокруг ничего просто не было. But he was the smartest man in the universe. Но в действительности он был умнейшим живым существом во Вселенной. It's easy when you're the only one, right? Это достаточно легко, если вы один. So, but anyway, yes, he started to take the materials that he needed from the lotus itself. И он стал извлекать те материалы, которые были ему нужны из самого этого цветка лотоса. And because he saw his task as an order of who he had been given the revelation. И в действительности, поскольку он видел свою задачу как повеление того, кто находился свыше этого творения, he saw that everything that I create will be for his purpose. Он также осознавал, что все, что он не сотворит, будет сотворено ради высшей цели этого первоисточника. So he created everything with the idea that it can be used for the pleasure of this supreme being that had installed him into that position. И таким образом он начал творить все это ради удовольствия того, кто поместил его в это положение Творца. And in those ancient scriptures, it is said he created everything for the sacrifice to the supreme being. Таким образом, эти древние писания провозглашают это как то, что он делал все как своего рода жертвоприношение, подношение этому высшему первоисточнику. Yeah. All what exists, the objects, movable, immovable, they're all meant to sacrifice, to satisfy the Supreme Being. Таким образом, все эти сотворенные объекты, как движимые, так и недвижимые, они предназначались целью как подношение этому высшему первоисточнику. So whatever beautiful flower, whatever tasty sweet fruit, whatever beautiful house, form, taste there is, it is meant for sacrifice, for the satisfaction of the Supreme Being.
Таким образом, вся та красота, которая окружает нас, естественная, природная, такая как цветы, или же сотворенная, такая как красивые дома, все предназначено как подношение этому высочайшему первоисточнику. Purpose of human life, therefore, must be the same. И то же самое касается и цели человеческой жизни, она заключается в этом же самом. Purpose of human life must therefore be for the satisfaction of our Supreme Lord. Таким образом, цель нашей человеческой жизни состоит в том, чтобы удовлетворить Верховного Господа. And that is on the highest level. И это на самом высочайшем уровне. We can, of course, conjecture many individual purposes. Конечно же, мы можем говорить о множестве каких-то индивидуальных целей. And those ancient Vedic scriptures, they even give us 4 categories of purposes. И древние ведические писания, они разбивают такого рода желания на 4 категории целей. One of those is artha. Первое из них это артха. And artha is all that has everything that has value. Артха означает все, что обладает определенной ценностью. So, and translated or in a better understanding, it means everything that we accumulate for our own existence. Мы можем также перевести это все то, что мы обретаем целью продолжения нашего человеческого существования. Yeah. So, money or other forms of wealth, деньги, house, другие формы богатства, недвижимость, дома. yeah, and even intangible objects that contribute to our wealth. А также те неосязаемые вещи, которые в конечном счете являются составляющими нашего богатства. That may be a purpose for somebody. И для кого-то это составляет цель существования. Somebody else or the same person may accumulate these artha, these valuables, with a righteous, pious life. И некоторые живые существа способны обрести эти богатства, артху, благодаря правильному образу жизни. Dharma. Благодаря тому, что именуется дхарма. The second of those 4. То есть таким образом мы здесь подошли уже ко второй из этих 4 категорий. Or somebody may see that as the only purpose in his life, to lead a pious, righteous life. И некоторые, они в этом видят самоцель в том, чтобы жить праведно. Yeah. Whether he or she is able to accumulate wealth by that or not, that is secondary. То есть для таких людей незначимо, обретут они благодаря этому богатство или же нет. Сама по себе праведность у них, для них самоцельна. Then the third of those purposes is karma. И уже третья категория именуется камой. Karma, sense pleasures, enjoyment. Кама – это чувственное наслаждение. We have heard this from philosophers saying, life is about enjoyment, so enjoy your life. Мы слышали, как некоторые философы провозглашали, цель жизни состоит в том, чтобы наслаждаться, поэтому наслаждайтесь жизнью.
It doesn't matter if it is dharma, if it is pious and righteous, or if you accumulate any wealth by it. The only thing that matters, you enjoy it. Они говорили, неважно, это будет достигнуто средствами праведности или же путем приобретения богатства, это не столь существенно. Главное, просто наслаждайтесь. But one can, of course, make a combination of those three to accumulate wealth by righteous purposes and therefore also enjoy that what one has accumulated. Но можно пойти таким путем, практикуя праведность, обрести богатство и затем наслаждаться всем этим. So, in whatever combination there will be, how many individuals there are different combinations of those three, or exclusively one of those three. То есть таким образом для каждого это сочетание этих целей носит совершенно индивидуальный характер. But because the human race has been given exceptional intelligence, there is one fourth characteristic. Однако, поскольку род человеческий обладает совершенно исключительным интеллектом, то существует эта четвертая высшая категория. Because only in the human body can this living entity that inhabitates all the different bodies, only in the human body there is enough intelligence to realize that doesn't taste good. Ибо лишь только в человеческой форме жизни, посреди множества других форм, можно прийти к осознанию того, что дословно то, что я испытываю здесь, не является вкусным. I have tried this artha thing, accumulating wealth. Я уже пробовал стяжательство, приобретение артху. I have tried this dharma thing, being religious and pious. Я также практиковал дхарму, я пытался быть праведным. And I have tried this karma thing, sense enjoyment. Я также искушен в каме, в чувственных наслаждениях. And still I don't get no satisfaction. Но по-прежнему я чувствую себя неудовлетворенным. So there has to be something more. Таким образом, должно быть нечто высшее, большее. And after speculating about what that might be, И размышляя о том, что же это может быть, and inquiring, researching, finally, the human intellect will come to the conclusion, there is number 4, moksha. И вопрошая и исследуя, в конечном счете человеческий разум придет к четвертой цели человеческой жизни, к мокше, Liberation. освобождению. So, with that human intelligence rising to the point to see through this artha, dharma, kama play and think, no, that is not for me. You let me out of here. Таким образом, пройдя сквозь призмы этих трех дхармы, праведности, артхи, стяжательства богатства и камы, чувства наслаждения, мы можем прийти к пониманию, нет, эти игры не для меня. So that is unique to the human life form that we all have attained in this life. И в действительности это является уникальной особенностью нашей уникальной человеческой жизни, которую мы обрели. To ask about oneself, вопрошать о самих себе, to understand one's own real identity, чтобы понять свое подлинное я, свою подлинную суть, and to apply one's energy towards obtaining this
this real identity. И направить свою энергию на достижение понимания своей подлинной сути. A horse, a dog, a bird, a fish, an ant, they don't ask questions. Ибо ни лошадь, ни собака, ни муравей не задают таких вопросов. Не задают вообще вопросов. So that is particular to the human form of life. Таким образом, это присуще исключительно человеческой форме жизни. And let me tell you, it is written that even the supernatural, powerful beings, let's call them angels or gods in heaven, they desire to be born as humans so that they can go this path. И в действительности говорится о том, что даже высшие небожители мечтают о том, чтобы воплотиться именно в этой человеческой форме жизни и пройти этот уникальный путь. So unique is the human form. То есть таким образом в этом состоит особая уникальность человеческой формы жизни. And that I just remembered now that is not only said in the ancient Vedic scriptures. Об этом говорится не только в древних ведических писаниях, but that also found its place in the Christian scriptures in the Bible. Мы можем это также найти в христианских писаниях, непосредственно в Библии. Yeah, the story about the creation and how God was not satisfied after everything was created, and only when He created humans, then He was at peace. О том, как Господь начинал это творение, но не чувствовал полного удовлетворения, лишь только сотворив человека, как венец этого творения, он почувствовал полное удовлетворение. Because although we have chosen to play this game, He wants us to get out of it. И несмотря на то, что мы все-таки вовлеклись в эти игры мироздания, Он все равно желает того, чтобы мы достигли освобождения отсюда. Because like a loving father, seeing his children suffer in a nightmare, he tries to wake them up and come, wake up, it's only a dream. Это подобно тому, как любящий отец, видя, что его дети объяты кошмарами ночных снов, пытается их разбудить и успокоить. So our Supreme Lord Shri Krishna, he is looking at the suffering living entities here who are suffering in ignorance. И таким образом и наш Верховный Отец, Господь Кришна, Он видит страдания живых существ, которые погружены в невежество. Ignorance or illusion, like in a nightmare, in a dream. И в иллюзию, которая подобна этому ночному кошмару ребенка. So he is trying to wake us up. Точно таким же образом Он пытается пробудить нас. Yeah. Come on, child, you're only dreaming. Wake up. Малыш, ты всего лишь спишь, проснись. And the wake-up call is coming to us in the form of mantra. И этот призыв к пробуждению приходит нам в форме мантры. Yeah, to liberate the consciousness, the conscious mind, the conscious being. Чтобы пробудить наше сознание, наше сознательное начало «Я». Liberate from this nightmare, from this illusion, from this falsely identifying with this environment. Чтобы освободить от этого кошмара, иллюзии, отождествления сложным окружением. So whatever purposes we may see for life, поэтому какие бы цели мы не усматривали в жизни, they're mostly temporary.
они, как правило, имеют временную природу, related to just this lifespan that we have at hand. И так или иначе сопряжены лишь только с протяженностью этой обусловленной материальной жизни. They're in Sanskrit naimitika dharma. И это все определяется санскритским языком особым термином наймитика дхарма. As opposed to nitya dharma, which is the eternal dharma, the eternal occupation. Что противопоставляется так называемой нитья дхарме, которая является нашим вечным высшим предназначением. Nitya, so the eternal purpose, and the naimitika, the non-eternal. То есть нитья означает то, что является высшей вечной целью, и наймитика это то, что временно приходящее. Of course, the non-eternal purposes, as we have already seen, there are so many. И как мы уже видели, не вечных приходящих целей великое множество. But the eternal dharma, eternal purpose, is only one. Однако вечная дхарма одна. That is, as we are, as our only true relationship is with the Supreme Being. Она состоит в нахождении наших подлинных взаимоотношений с высшим существом. And that eternal relationship dictates the purpose of us being in a loving, serving relationship to the complete whole. И эти вечные взаимоотношения призывают нас к пробуждению, к любовным отношениям с этим высшим целым. As individual specks of consciousness, sparks of consciousness, we are naturally at home in the totality of consciousness. Таким образом, эти индивидуальные мельчайшие частички сознания чувствуют домашний уют, находясь в общей тотальности сознания. So only by realigning us in the original totality of consciousness will we fulfill our purpose. Только лишь восстановившись этой совокупности сознания, мы полностью исполним свою цель. And by the mantra that we sang in the beginning, и при помощи мантр, которые мы пропели в самом начале, that is said the most powerful of all mantras. Эта мантра является, говорится, что она является наиболее могущественной из всех мантр. And the most powerful mantra is applied in the most difficult time that we are finding us in right now. И в действительности это самая могущественная мантра, наиболее находит свое применение в самые тяжелые и сложные времена, которые нам пришлось жить сейчас. Yeah. Mantras, there are many. Есть множество мантр. But that is the Maha Mantra, the great, the most powerful. Эта мантра именуется Маха мантрой, самой могущественной, самой великой. Yeah, exactly those three names in that particular combination: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Именно эти три имени, именно в такой последовательности. As I said in the very beginning, it is a spell, it is a mystical formula. И как я уже говорил в самом начале, это является особым духовным заклинанием, мистической формулой. So it will not avail much to try to analyze, to dissect and try to find the meaning
Yeah, an order to this, the order is there, and it has been given in this sequence. И в действительности нам сложно сейчас будет понять, почему именно такая последовательность, почему такой порядок слов. And it has been given by the Supreme Lord Himself for the means or for the purpose of liberation in this particular time. Но так или иначе сам Господь даровал эту мантру для нашего времени, с тем, чтобы мы достигли освобождения. Other mantras may carry us a little distance on the way to liberation. Да, какие-то другие мантры, они также могут нас каким-то на какое-то расстояние сделать ближе к конечной цели, к освобождению. As long as we have received that mantra from a source that wanted us to go into that direction of liberation. Но опять-таки только при условии, что мы получили их из источника, который желает, чтобы мы достигли этого освобождения. Because the spell, that magic formula, will only act in the way with the power that has been instilled in it. Ибо вот это заклинание, эта магическая формула должна быть заряжена той энергией, которую она получает от своего источника. So this Maha Mantra, being and having received it in the line, the cyclic line, that tells us through all those generations of teachers that the goal of this mantra is this and this. Однако это великая махамантра, полученная по длинной цепи ученической преемственности, объясняется великими учителями. Они объясняют, каковы стоят цели для повторения этой мантры. And so, if it is our desire to reach that goal that the mantra is being given for, then we will dedicate our energy towards that, then we will take to chanting of that mantra. Если мы осознаем ценность этих целей, то мы со всем самопреданием погрузимся в этот процесс воспевания и практики этой махамантры. And so many results, effects of chanting that mantra has been described. И также описывается множество плодов, результатов воспевания этой мантры. Ultimately, it will lead to the highest bliss, the highest everlasting happiness. И в конечном счете она приводит к высочайшей форме вечного блаженства. And before I go into more detail, I would like to ask if there is any question. И чем дальше углубляться в какие-то детали всего этого, я хочу спросить, может быть, у кого-то возникли уже какие-то вопросы? Да, есть вопрос. У меня будет несколько вопросов, они взаимодополняющие друг друга. I have a few questions which are kind of accomplishing each of the sessions. Я вот хочу спросить, что собой представлял цветок лотоса, и был ли он уничтожен, если все, что окружает нас, было создано из этого лотоса. Второй вопрос. The first question about this lotus flower which Brahma was sitting, was it destroyed, as long as you mentioned that everything which we see in creation was made out of it? Mm-hmm. This is the first question. Next question.
Если человек живет с целью достижения материальных ценностей, но все ценности, которые мы видим, создаются путем уничтожения того, что создано из лотоса. Можно ли назвать и сможет ли такой человек стать праведником? И если праведник не стремится создавать ценности путем уничтожения того, что создано из лотоса, сможет ли он достичь наслаждения, если он не получил материального богатства? Если... Давайте последовательно. And the other question is the human who actually creating the outer objects or wealth, you can say, properties, by destroying what was derived from that lotus. So can he, what he is reaching, and on the other hand, a person who is kind of detaches himself from the destroying this material derived from the lotus, can he destroy what? Что вы подразумеваете под разрушением того, что взято из лотоса? Ну вот, все, что нас окружает, создано из лотоса. Но все материальные ценности, многие люди создают себе материальные ценности путем уничтожения, например, там рек. Like for example, we can see many material things created through the destruction of natural things like ecology, rivers. Ну и очень часто уничтожаются другие люди, другие жизни, другие народы для того, чтобы получить материальные ценности. The whole like nations are sometimes destroyed for that satisfaction of humans, of other humans. Okay. So his question, his third question is the virtuous man who detaches himself from such kind of activities, can he reach pleasure? Can he reach bliss? Ну и может ли праведник достичь наслаждения, если он не будет всего этого делать, создавать эти материальные богатства? So can in such a manner a righteous man who tries to abstract himself from such kind of human destroyful activities, can he actually attain blissfulness, like fulfillment of life, you can say? Можно ли назвать праведником людей, которые живут, наслаждаются жизнью, не работая, не создавая себе материальных ценностей, например, людей, которые живут, нищенствуют и живут на свалках? Can we call humans who are virtuous in the sense that they abstract themselves from accumulating material wealth and who live in a very poor conditions, like miserable conditions, like in the heaps of rubbish. He literally said. И последний вопрос. Может ли человек достичь освобождения, не пройдя вот все три эти этапа, не обладая материальными ценностями, праведностью и наслаждением, может ли он, минуя какой-то из этих этапов, достичь освобождения? Can a person attain liberation by missing out all these three previous purposes you mentioned, like dharma, artha, and kama? Okay, so a whole series of questions. Очень серьезные вопросы. Вернее, целая серия вопросов, простите. First of all, the lotus does not get destroyed just because he starts creation from there. Но в первую очередь сам лотос не разрушился
когда Господь Брахма начал творение. It is not a lotus as we would see one growing here on the earthly realm. И мы также должны понимать, что это не совсем такой простой лотос, который мы видим в естественной природе. And the creation starts from the very first ingredient of this universe, which is space. И само творение начинается с первого элемента, который именуется космосом. And from space, Пространство. Then develops air, Из fire, из water, этого пространства возникают другие первоэлементы, огонь, вода и так далее. Воздух, огонь, вода. Over a long period of time, that creation takes place. То есть и это творение очень продлено в своем периоде. And it sounds, of course, superhuman because it is. И безусловно, это мы воспринимаем это как нечто сверхчеловеческое, потому что так оно и есть. Это выше человеческого понимания. That supreme creator or that first creator, he is not human. Ибо этот первотворец не является человеческим существом. And so he does not require to destroy the lotus to begin the creation. И таким образом он не просил, он не требовал того, чтобы то есть не было необходимости в разрушении этого лотоса, чтобы возникло творение, чтобы началось творение. So also that lotus is not made of the ingredients like we have here. И опять-таки этот лотос, он не состоит из субстанций, которые мы наблюдаем в окружающем нас мире. And then I apologize for not remembering all your questions. Maybe you have the. I remember one or the other. Я прошу прощения, может быть, я не все ваши вопросы запомнил, я лишь некоторые. Это был по вопросу лотоса, это был первый вопрос, а дальше. The question of the lotus was the first one in the succession. Yeah. So then I think there was a question about renouncing everything, renouncing the other three categories of purpose and achieving bliss by that. И я также помню, один из вопросов состоял в том, насколько я помню, можем ли мы достичь блаженства, минуя все остальные категории целей жизни, да? Нет, я задал вопрос сначала. Да, давайте, пусть ответит, да? Хорошо, минуя какой-то один из этих этапов жизни, можно ли, создавая материальные ценности, получить наслаждение и достичь освобождения? Или можно ли такого человека назвать праведником? Или может ли праведник, не создавая материальных ценностей, из того, что, разрушая какой-то окружающий мир, достичь наслаждения и потом достичь освобождения? At least by missing out one of these four. Like, for example, may a righteous man by abstracting this material exploitation reach out one of the highest goals of life, like liberation. Well, certainly liberation cannot be achieved by any of those four alone.
В действительности освобождение недостижимо лишь при помощи этих 4 лишь. Yeah, that would be counterproductive, because if somebody wants to accumulate wealth and it's not after liberation, he will certainly not achieve liberation. Ибо если кто-либо привязан к стяжательству богатства, он не достигнет освобождения, потому что это взаимоисключающие вещи. Yeah. But there is a kind of fulfillment or happiness in each of those. Однако определенная степень ощущения счастья, некого счастья, присутствует в каждой из этих категорий, этих целей жизни. That is not the happiness that will be able to satisfy us on the long run. Но с другой стороны, этот вид счастья не может удовлетворять нас вечно. Yeah. There may even, or there will even be some form of happiness in unrighteous acts. И вплоть до того, что мы можем испытывать счастье даже совершая некие неправедные деяния. We may observe happiness in a person who just robbed the bank. Мы можем наблюдать, как кто-то испытывает огромное счастье, ограбив банк. But there is that little feeling that may go wrong, that may have consequences. Но вас будет преследовать некое ощущение того, что что-то здесь не так вообще, что это будут какие-то потом явно последствия. So happiness can certainly be squeezed out of each and every one of those. То есть так или иначе мы можем стяжать, обрести некое счастье в каждой из этих отдельных целей, категорий жизни. Мы не достигнем освобождения. But we want to attain liberation, right? Only if we want. Если мы желаем лишь освобождения, Yeah. Only if I work for that goal will I get there. только если это является нашей исключительной целью, ради чего мы прилагаем усилия, работу совершаем. Yeah. It will not come as a side product of leading a pious life, for example. И это не будет каким-то побочным продуктом, плодом того, что мы ведем какой-то правильный образ жизни. So we have to put our mind to it. We have to be dedicated and engaged towards that goal. Нет, мы должны исключительно посвятить свой ум и свои усилия для достижения исключительно освобождения. I think that is true for everything that we endeavor. И я думаю, что это касается любых целей, какие бы мы перед собой не ставили.